Здравствуйте, граждане стендовые моделисты, начинающие, продвинутые и профессионалы. Нужно заметить, что давненько на канале не было видео об инструменте. Учитывая, что кое-что приобрел, вот хочу с этим поделиться, показать. Ну, в общем, ничего особенного, а это всего-навсего бокорезы. Если кто думал, что-то такого неожиданного будет, ничего такого подобного. Производитель Top Tool, Тайвань. По опыту работы с инструментом от этой организации могу сказать, что у них очень неплохая сталь. Ну, чего мы будем мучить их в упаковке? Давайте извлечем. Такая скрепочка есть здесь. Эту скрепочку нужно, конечно, вот так выковырять. Извлекаем картоночку. И вот наши бокорезы на свободе. Длина 115 миллиметров. Разлет губок у нас получается. Давайте замеряем. Уж чуть больше 5, 5,5 миллиметров. Длина режущей кромки примерно, ну, почти что 11 миллиметров. Не тугие, скажем, мягкие. Относятся они к категории ценовой, скажем так, чуть ниже среднего. Но еще раз повторюсь, здесь очень неплохая сталь. Вот здесь на картоночке есть инструкция, ее нужно почитать. Так вот, сказано, что данными бокорезами можно перекусывать медную проволоку, подчеркиваю, медную проволоку, диаметром не более 1,2 миллиметра. То есть, ну, на большее рассчитывать, что они будут работать долговечно и хорошо, скажем так, не придется. Естественно, по стали работать нельзя. Самый твердый металл, который они могут пережить, я думаю, это, ну, латунь диаметром 1 миллиметр, не более. Потому что испортить их можно запросто. Итак, люфта между двумя половинами не наблюдается. Давайте посмотрим, как губки прилегают друг к другу. Вернее, не губки, а режущие кромки. Так, ага. Вот так, да, хорошо. Ну вот есть немножко вот здесь, немножко они вот не смыкаются. Но это ничего страшного. Это мы поправим, кстати говоря. С этой стороны что у нас? Вот такая хорошая плоскость, неплохая. Ну, наверное, стоит поговорить о том еще. А что ж, есть вот кусачки, есть бокорезы. Хотя бокорезы это тоже кусачки. Ну, давайте возьмем классический вариант. Это тот же производитель. И можем видеть, что вот здесь у нас одна кромка. Здесь у нас вторая кромка, по сути дела. И когда, допустим, перекусываем мы, вот, например, латунную проволоку, латунную, так, чтобы не улетело, ага, есть. Мы видим, что срез идет под углом, что с этой стороны, что здесь. Ежели мы возьмем бокорезы, перекусим, то здесь у нас под углом срез, а здесь он практически ровный. Вернее, неправильно, он точно ровный. Давайте глянем. Да? О, точно. Ну, тут чуть-чуть есть вот небольшая такая, ну, скажем так, недорезанность, если можно так выразиться. Но пройтись надфилем буквально пару движений, и будет вот те 90 градусов, под которыми мы отрезали. Можно не под 90, можно под углом резать. Наискосочек давайте сейчас, аккуратно. Да? Не вопрос. Но опять же, одно движение надфилем, и все будет хорошо. А вот та часть, которая отошла, скажем так, вот тут уже нужно будет долго работать этим самым надфилем, чтобы сделать ровный торец. Вот такая вот особенность. Ну, я так подозреваю, что вы и сами ее понимали, но озвучить это, мне кажется, было нужно. Почему бы и нет? Что можно сказать? Конечно же,
абразив, которым обрабатывалась поверхность, он немножко грубоват. Да, грубоват. Поэтому обычно я делаю следующее. Просто немножечко довожу, как это, как говорится, править инструмент, да, править. Вот править стамеску, править там бритву. Вот мы попробуем дальше осуществить правку этого инструмента. Давайте попробуем. Для правки нам понадобится вот такая вот огнеупорная плита. Она применяется при процессе пайки, но в данном случае она будет выполнять другую роль. И в чем ее удобство? То, что есть расстояние между нижней ее частью и поверхностью. Это раз. Вот такой вот абразивный круг, он сломан. Это, в общем-то, даже неплохо. Вот крупность его я сказать вам не могу, потому что просто не знаю. Ну, достаточно мелкий такой. Наждачная бумага. Два листа. Вот две такие полосы. Одна у нас 1500 крупностью. Понятно? Одна 1500 крупностью. Вторая 2500. И понадобится еще также масло. В данном случае И-20. Ну, необходимо найти масло как можно как можно менее вязкое. То есть в зависимости там, от вашей страны, от того, что вы можете найти. Но главное, чтобы оно было пожиже, скажем так. Ну и два таких вот щипчика небольших. Тоже пригодятся. Давайте приступим. Совсем чуть-чуть. Много не нужно. Нет, надо еще. Это маловато. Нужно еще. Да? Да, хорошо. Вот теперь самое то. Править будем вот эту внутреннюю кромку, скажем так. Важно следить, чтобы за тем, чтобы не было вот этих вот гуляний абразива. Иначе можно завалить эту самую кромку и все пропадет у нас. Ну, вот такими нехитрыми движениями. Попробуем брать заусенец тут был, кстати. И немножко, так сказать, навострить, если можно так выразиться, эту самую кромку. Ну, вот идет съем, кстати. А ну-ка, что получается? Ну да. Чище становится, чище. Хорошо, поехали дальше. Ну, сильно давить не нужно, скажем так. То есть все хорошо в меру. Так, съем идет. Это хорошо. Возьмем еще одну салфетку сюда, вот так вот. А это и попробуем протереть и посмотреть, что там получается. Да. Начинает плоскость облагораживаться. Да, это очень даже неплохо. Кромочка становится чуть глаже, а соответственно острее. Кстати говоря, можно это подобные вот действия производить не с маслом, машинным назовем, да, скажем так, а обыкновенным мыльным раствором. Ну, то есть необходимо взять воду, в эту самую воду добавить несколько капель моющего средства, которое у вас наверняка есть на кухне. И таким же образом, вот смачивая, производить правку, заточку. Ну-ка. О, ну вот теперь другое дело. Есть. Да. Протрем. О, все, вот этого хватит. С одной стороной разобрались, теперь с другой. Ага. Перестарался, передавил. Ну ладно. Вообще-то диск, конечно, хрупкий, но тут вот передавил. Ладно, ладно. Нехорошо, но не катастрофически, да. Кстати, смыкание кромок стало лучше, конечно. Да. Уходит вот эта вот небольшая вот тут щелочка между ними. Значит, мы на правильном пути.
вот кромка, вот эта вот она, уже зачищена. То есть она получила меньшую шероховатость. Да? И вот эта кромка тоже зачищена. Все, на этом хватит. Сейчас на данном этапе мы улучшили смыкание. С этим мы справились. Теперь необходимо обработать вот эту часть. Потому что, опять же, вы можете видеть, что абразив грубовато работал. И подровняем ее. Да? Да. Ну, давайте попробуем. Возьмем нашу огнеупорную плиту. Начнем с 1500. Эту сторону загнем. Вот так вот прижмем. Загнули под натяг. И другим щипчиком раз и закрепили. Получается вот такое полотно импровизированное, на котором и будем пытаться поправить вот эту сторону. Возьмем немного масла. Чуть-чуть. Буквально капельку. Распределим. Теперь важный момент. Необходимо сомкнуть губки. Вот здесь вот придержать. Вот так видно, да? Чтобы они не размыкались. Приложить ровно и вот этим пальцем прижать, чтобы, опять же, не было вот этих вот качений. И движением плавным, только вперед, попробовать продвинуть. Не спеша. По чуть-чуть. Аккуратно. Давайте попробуем зажать. Ну-ка. Главное, чтобы оно не соскочило. Ну, стало лучше, скажем так, гораздо. Берем. Добавим масло. При вот максимальном сжатии есть смещение. Ну, очень незначительное, конечно. Но есть. Возьмем более крупную наждачную бумагу и вернемся, так сказать, к процессу. Заменим нашу наждачную бумагу 1000. Загнем и закрепим. Хорошо. Так, что у нас получается-то? При сильном сжатии все-таки есть небольшой перехлест. То есть вот эта вот половинка немножко захлестывает на вот эту половинку. Ладно, тут слишком много этого нужно убирать. Слишком много. Хотя вот если вот так сомкнуть, да, не сильно прижимать, то, в общем-то, идеально. А ну так попробуем, ради интереса. Что будет? Тихо. Ага. Вот кромка начинает тоже, ну, подтачиваться, скажем так. Так, протрем. Еще. Наша задача выполнена. Вот кромка у нас стала, вот она острей. Заусенец есть? Нету. Хорошо, да, смыкается хорошо. Все, что могли, мы сделали. Теперь попробуем чего-нибудь откусить, да? Ну, давайте. Давайте попробуем. Так, 0,6. Медь, проволока, 0,6.
даже практически без усилий, да? Срез хороший, нормальный, как положено все. Так, поехали дальше. Уже ранее показано. Латунная проволока, миллиметр. Не проблема. Не проблема, да? Так, красота какая. Ну и что? Смертельный номер? Только для вас. Проволока диаметром медная. Проволока диаметром 1,8. Это уже перебор, потому что мы говорили по инструкции 1,2 максимум. Мы попробуем 1,8. Простите меня, бокорезы, но что не сделаешь ради зрителя, да? Итак, внимание. Не, ну туго, конечно. Ну, нет. Это был выстрел. Ну, в общем, та часть куда-то улетела. Но так делать не нужно. Вот я показал сейчас, как делать не нужно. Потому что, ну, тяжело этим вот данным бокорезом резать проволоку медную даже. Диаметром 1,8. Но мы посмотрим. Ну, срез, конечно, хороший. Хороший, ничего не скажешь. Но повторюсь еще раз. Так делать не нужно. 1,2 это максимум, что можно резать этими бокорезами. Ну, в общей сложности. Об инструменте было рассказано. Приведен он был в более, все-таки, менее лучший вид. Они стали острее, ощутимо. Ну, давайте такой традиционно... подождите, я же еще хотел показать, что же мы, что же, как же, что же мы, что же, как это в Одессе, да? От литника как отрезать можно, да? Ну, давайте попробуем. Так, это у нас Т-26. Подобрались. Аккуратно. Ну, елки-палки, неаккуратно. Зацепил немножко. Ну ладно, исправим. Ладно, исправим. Так, давайте. Здесь в срез, да? Ну это правильно. Это правильно было. То есть очень ровно. Здесь, конечно, зацепил. Чуть испортил. Но мы это, ничего страшного, мы это исправим. А здесь получилось срезать очень ровно. То есть минимально придется потом обрабатывать остатки от литника. Ну, практически даже незаметно. Имеется в виду практически даже без усилий срезал. Это вот 1,8. Зря я, конечно, резал. Такое впечатление, как будто они уже... Не-не-не, нормально работают. Нормально. Итак, наши бокорезы. Скажем так, произвольная такая система, чтобы поправить или заточить, будем говорить, кромки, да? Ну, масло, куда без него. Где тут оно у нас? Вот здесь станет, да? Ну, давайте здесь. Хорошо. Как, ну вот так. О, замечательно. Ну, вот такой сломанный диск, как абразив. Ну, вот еще добавим сюда наждачные вот такие ленты, да? Ленты наждачные, полоски наждачной бумаги. Ну, в общей сложности, повторюсь еще раз, об инструменте рассказано. Ключевые моменты обозначены. Заходите на канал, ставьте лайки, подписывайтесь, это несложно, подписывайтесь. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.